Октябрь в Сосновке. 70-летний Иван Петрович, бывший лесничий, готовил дом к зиме. Жил один после смерти жены. Сыновей не было, но был племянник Алексей, который навещал каждую неделю и работал в областном управлении природных ресурсов. 3 ночи подряд старик слышал под крыльцом странный шорох, непривычное мышиное шуршание, а ощутимая возня, шипение и щелчки. Наконец, около 3 утра, с фонарем и лопатой он заглянул под доски и обнаружил десятки, возможно, сотни, белых овальных яиц размером с крупное куриное. Многие уже трескались. В Сибири в октябре яйца, а тем более таких размеров, было невозможно объяснить природой. Он сфотографировал находку и отправил снимки Алексею. Тот ответил тревожно: «Приеду с коллегами завтра. Никого к дому не подпускай. Сам ближе не подходи». Иван прислушался к совету и переночевал в сарае. Утром подъехали несколько машин, группа в защитных комбинезонах с приборным оборудованием и человек в дорогом костюме, назвавшийся Сергеем Викторовичем Крыловым, представителем Федерального центра биологической безопасности. Работы под крыльцом начались аккуратно. Фотографии, пробы почвы, измерения. Алексей тоже был среди специалистов, но вскоре исчез в ряде совещаний. Тревожное молчание. Подрастающие трещины на яйцах показали, что вылупление началось. Из одного яичка показалась темная головка с ярко-желтыми глазами. Это уже не были местные виды. Крылов объявил карантин, вызвал военных и оперативно оцепил полукилометровую зону. Жителей не выпускали, Ивана Петровича уводили в райцентр. Гостиница, где его поместили, больше походила на изолятор. Выходы закрыты, интернет отсутствовал, телевизор — лишь федеральные каналы. На 2-й день к нему пришла доктор Анна Сергеевна Волкова, представившаяся герпетологом. Она объяснила прямо: яйца королевской кобры, или ее вариант, до недавнего времени считавшийся вымершим. Генетический анализ показал, что змеи неестественны для Сибири. Значит, кто-то завез и специально выпустил их. Анна добавила: кобры оказались измененными, агрессивнее, яд сильнее. Они быстро размножаются. Под подозрением оказалось и прошлое. 20 лет назад неподалеку строили нечто секретное. Объект, который позже забросили. Крылов, вспомнили жители, несколько раз интересовался этой местностью. Задавал вопросы про лес, постройки и людей. Вел себя не как обычный покупатель. Алексей, вернувшийся усталым, сообщил: уже поймано более 200 змей, но их все еще находят. Биологические признаки змей и их быстрота размножения породили версию о генетических модификациях. По служебным каналам Алексей выяснил: в начале 1990-х на том объекте действительно работала биолаборатория. Официально ее закрыли и все уничтожили, но документальные следы говорят, что часть материалов и образцов куда-то исчезла. Имя Крылова возникало в старых документах. Он когда-то был заместителем директора по науке того проекта. Слишком много совпадений. Ночью, недовольный скрытностью и боясь, что его дом станет жертвой чьих-то схем, Иван сбежал из гостиницы и на своей Ниве в лунную ночь по едва известным путям добрался до леса, к заброшенному объекту. Там он увидел не разруху, а оживленный комплекс, огни, охрана, люди в белых халатах. Его схватили и доставили в главное здание лаборатории. В просторном стерильном кабинете его встретил Крылов. Тот говорил уверенно: «Мы их не подбросили, мы их выпустили в рамках эксперимента. Биологическое оружие — это реальность. Мы создаем виды для обороны». Он демонстрировал папки с фотографиями. Королевские кобры с ускоренным метаболизмом и повышенной токсичностью, затем изображения куда более страшных гибридов, солдат будущего. Разговор прервался.
В кабинет вошли люди в штатском с документами ФСБ. Крылова арестовали. Выяснилось, что за лабораторией уже следили. Часть активности была нелегальной, санкции отозваны, эксперименты признаны угрозой экологической безопасности. Анна Волкова оказалась не только герпетологом, но и сотрудником экологической прокуратуры, возглавляющей расследование. Алексей, как оказалось, помогал следствию. Он передал документы, послужившие основанием для обвинений. Описанная лаборатория оказалась лишь частью схемы. В подвалах нашли десятки террариумов с разными видами. От обычных змей до существ, которые трудно было отнести к известным породам. Власти заявили, опасные виды будут уничтожены, остальные переданы научным центрам. Уже накрыли полчища змей на участке Ивана. Более 300 экземпляров ликвидированы, дом обработан от биологических следов. Но тревога не утихала. В документах обнаружились упоминания о других проектах — волк, медведь, птица. Полугодовой анализ показал, некоторые экспериментальные особи были выпущены в дикую природу задолго до того, как о них узнали люди. Значит, где-то в лесах могли бродить гибриды и мутанты. Анна и ее команда пригласили Ивана как проводника. За 40 лет лесничества он знал тропы, поляны и приметы, которые помогали заметить аномалии. Обследование началось зимой. На поляне выявили следы крупных зайцев, весом 10-12 килограмм вместо привычных 3-5. Лесные сосны были переломаны на уровне силы, не как от ветра. Отпечатки лап отличались от медвежьих и волчьих. На одной из троп нашли вход в пещеру, который Иван раньше не помнил. Там оказались рукотворные коридоры и клетки. Из глубины пещеры вышло огромное существо. Тело, похожее на медведя, голова — увеличенный волчий череп, глаза — ядовито-желтые. Оно не рвалось на людей сразу. Поведение было нерефлекторным, почти домашним. Перед тем, как уйти, зверь взял позицию у входа и заскулил. В его звуке была тоска. В пещере обнаружили систему клеток, кормушек и следов множества животных. Они разбежались в разные стороны через скрытые выходы. Началась охота. Военные, кинологи, охотники и ученые выдвинулись по следам. В первый же месяц поймали и обезвредили несколько экспериментальных животных. Рысь с аномальной мускулатурой, волкоподобное существо огромного размера, гибрид кабана и медведя с металлическими вставками. Но хуже всего было найденное гнездо. Пещера, где обнаружили кости домашних животных и следы охоты на близлежащие фермы. Ребенки-хищники шипели. Популяция явно размножалась. Через 3 недели группа наткнулась на проект «Титан». Громадное существо с панцирем и клешнями, предназначенное как штурмовик. Оно атаковало группу. Пули практически не действовали. Иван заметил металлическую пластину на шее, некий ошейник с индикаторами. Майор приказал прицельно выстрелить в пластину. Индикаторы погасли, и зверь рухнул, обездвиженный. Это показало, некоторые существа управлялись дистанционно. Но кто управлял? Крылов за решеткой, значит, сети и интересы были шире. Расследование привело к частной биотехкомпании, официально занимавшейся медицинским оборудованием, но подозревавшейся в секретных военных разработках. В документах нашли планы коммерческой реализации, списки потенциальных покупателей, в том числе криминальных групп и зарубежных структур. По следам вышли на заброшенный завод в 50 километрах. Там шла новая активная работа. Операция по штурму завода собрала спецслужбы, спецназ и научные группы. На рассвете, когда штурм начался, из цехов вырвались десятки созданий, некоторые в металлических ошейниках, явно подчиняющиеся командам ученых. Бой длился несколько часов. Спецназ взял верх, но потери были. Погибли бойцы и ученые. В цехах нашли 150 созданий, базы данных, списки заказчиков. Часть существ уничтожили при бою, часть изъяли,
часть уже ушла в дикую природу ранее. Последствия. Завод закрыли, материалы конфисковали, ряд фигурантов арестованы или сбежали. Началось масштабное расследование. Анна сформировала межведомственную группу, которая занялась поиском и ликвидацией подпольных лабораторий. Оказалось, по стране работало не одно подобное звено. Иван вернулся домой через 10 дней. Дом был обработан, под крыльцом не осталось следов. Деревня постепенно вернулась к обычной жизни, но разговоры не стихали. Официальная версия — незаконный зоопарк с экзотикой — многим подходила, но старожилы помнили стройку и подозревали больше. Год спустя Иван уже не был только пенсионером. Его знания леса и интуиция сделали его консультантом группы по борьбе с незаконными биотехнологическими экспериментами. За этот год закрыли еще несколько лабораторий, изъяли сотни модифицированных животных, арестовали ученых, бизнесменов и чиновников. Но тревога оставалась. Где-то в лесах еще могли бродить выпущенные особи, часть разработок могла быть продана и вывезена. Анна и команда работали дальше. Иван думал об ответственности науки и общества. Человеческая жадность и стремление к силе породили монстров, куда более опасных, чем дикий медведь. Его простая бдительность, обычный любопытный лесничий, заглянувший под крыльцо, спасла не только его деревню, но, возможно, и многие другие жизни. Главная мысль истории не изменилась. Безответственные научные разработки и коммерческий интерес, лишенные этики и контроля, превращают природу в оружие. Остановить это может только сочетание профессионального расследования и внимания простых людей. Иван Петрович допил чай на своем крыльце, слушая знакомый шум сосен. Он знал, бдительность и готовность действовать важнее спокойствия, потому что иногда маленькая аномалия — начало большой беды. И если завтра под крыльцом снова появится что-то странное, он не будет молчать.